Это «Мифы о Кавказе». Мы собрали самые въедливые мифы о Северном Кавказе и приехали сюда, чтобы сравнить их с реальностью. Что у нас получилось? Смотрите сами. Помчали! В этом эпизоде мы разберемся, правда ли, что на Кавказе нечего делать и нет никаких развлечений? Правда ли, что на Кавказе везде разруха и совок? И правда ли, что цены на Кавказе такие же высокие, как горы? Неудобный Кавказ. Эпизод 2. Наш выпуск «Неудобный Кавказ» об отсутствии инфраструктуры и развлечений мы начинаем в Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкария исторически это самая туристическая республика Северного Кавказа, ведь здесь Эльбрус. Но не Эльбрусом единым жива Кабардино-Балкария. Каждое второе яблоко в России родом отсюда. И в Кабардино-Балкарии нет ни одного негазифицированного горного села. А еще здесь можно в шортах. Очень удобно. Мы в Чегемском ущелье, Кабардино-Балкария, находимся на территории единственного в стране официального пародрома, пародром Чегем. Говорим с руководителем пародрома Маратом Мушкаевым. Марат, ну что, на Кавказе нечего делать, развлечений ноль. Да, не уверен. Вот у нас на пародроме как раз таки есть чем заняться. Можно очень много экстремальных услуг получить, забыть про все, что было до сегодняшнего дня и начать с нового листа. Для этого можно у нас полетать на параплане. Можно еще завершить веревочный прыжок роуп-джампинг прямо над рекой Чегем. Можно покататься на канате зиплайн. Можно попробовать подоить дикую корову. Я сейчас представляю себе эту картину, как ты подходишь к дикой корове и пытаешься ее доить. Друзья, это тоже экстремальный вид спорта, да? А он будет включен в олимпийскую программу? Ну вот мы работаем над этим, хотим включить. Да, это вообще отдельное удовольствие, почувствуй себя картофелем. Но это все стоит того, потому что этот картофель скоро взлетит. Fly Чегем, Кабардино-Балкария. Филипп Халявин сейчас он у меня будет на спине. Ты у меня будешь на спине. А я буду впереди нести такого огромного Филиппа. Знаете что? Филипп отсюда летал до Эльбруса и обратно 122 км? 100, ну так. Поэтому, хоть у него фамилия Халявин, но это не халява. Вот такие, знаете, вещи вытворять. Мы собрали самые въедливые мифы о Северном Кавказе и приехали сюда, чтобы сравнить их с реальностью. Это нужно попробовать вообще всем. Спасибо, Фил. Спасибо большое. Ну что, на Кавказе вообще ничего нет. Ни касок, ни альпинистского снаряжения, ни парапланов, ни вкуснейшей еды. Ничего тут нет и делать тут нечего. А я пойду пока прыгну с банджи-джампингом и на зиплайне прокачусь. А так делать вообще нечего, конечно. Скажите, а для чего нужны каски? Для того, чтобы ехать на буханке. Правильно, я ездил как-то. Сейчас увидим. Вон, слушай, реально. Слушай. Это корова. Та-та-та! Будет еще лучше, нас ждет еще банджи-джампинг. Роуп-джампинг. Ой, роуп-джампинг. Хочу сказать о том, что здесь нет ни 1%
фальши, наигранного, чего-то написанного. Все это идет вживую. Все, что я испытываю, испытываете вы, такие же, как я. Все это идет вживую, по-настоящему. И половина наших, не знаю, героев — это люди просто с улицы. Мы в Чечне, это Российский университет спецназа, говорим со старшим инструктором программ для гражданских лиц Павел Козлов с нами. Павел, еще раз, да. На Кавказе нечего делать, развлечений просто ноль. Опять же, это неправда. Во-первых, для того человека, который просто захочет приехать посмотреть, здесь есть что? Здесь есть прекрасная природа, познакомиться с бытом людей, попробовать местную кухню. Все это можно сделать, но кроме этого в Чеченской Республике существует еще уникальный для России, единственный в своем роде центр подготовки сил спецназначения. Это наш Российский университет спецназа. И Российский университет спецназа предназначен не только для подготовки спецназа, но и для отдыха обычных гражданских лиц. Российский университет спецназа – это неотъемлемая точка маршрута туристического по Кавказу. К нам приезжают туристы целенаправленно приехать в РУС. Из-за такого серьезного, строгого названия создается впечатление, что это для избранных, Да. что из гражданских здесь бывают только звезды мирового уровня. Это я. И что, как мне задают вопрос, могут ли простые смертные к вам попасть? Да, пожалуйста, двери Российского университета открыты. И продырявленный Анна Янсен. Анна, что мне нужно делать? Сначала снаряди магазин. Раз. Это приятная работа, но это я выстрелил уже? Зарядить оружие, приготовиться. Присоединить магазин, дослать патрон в патронник. Класс! Слушайте, это удовольствие. Я даже вам вот не завидую сейчас, потому что вы завидуете мне, да? Я вам, парни, машу. И по красоте. Пошли. Мальчик со спуска убирай. Аня, Захват. спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас у нас станция «Спортинг». Раньше в старину стреляли по голубям. Голубей заменили сначала на стеклянные шары. Были шары стеклянные, наполненные пухом, перьями, дымом, но они далеко не летели. Потом придумали вот эти тарелочки и машинки для запуска их. На сегодняшний день у нас очень серьезное стрельбище. У нас новейшее английское оборудование, Bone and Trap машинки. В России они только у нас есть. Это же очень пафосный такой вид спорта. Сначала собираются мужчины с ружьями. Ты смотри, какое у меня ружье, да? Видел, да? Смотри, тут гравировки, все. Сколько стоит там? 400. А у меня 1,5 ляма. Круто? Круто. Потом начинаются очки, жилетки, что-то там, смотри там. Меряются, да? То есть? Меряются постоянно. А потом начинают попадать. А ты это можешь? Ну могу. Ну-ка давай. Бам-бам. Очень такой. Все зависит только от тебя. Прямо сейчас, в этот момент времени. Как ты это сделал, так ты и получил. Результат, либо промах. Ну что, попробовать стрельнуть разок? Тени, ее, огонь. Я говорю это так. Ружье стреляет метко. Не мешайте ему стрелять. Пропустил, за ним. Молодец. Это вот такие инструкторы, понимаете, в Чечне. Съезжаются со всей России, влюбляются в эти места, живут здесь уже годами. Очень удивляюсь, как вообще люди могут жить на севере, после того, как я пожил на юге. Есть такая поговорка, один мой знакомый, значит, и шаг, постоявший в тени, на солнце стоять не будет. Мы зашли в конечный пункт нашей программы в Российском университете спецназа, аэротрубе. Тут написано «Попробуй новые ощущения», но я все новые ощущения уже испробовал. Во-первых, я сгорел на довольно злом чеченском солнце. Только оно здесь злое, все остальные оказались добрые. Хозяева, инструкторы подарили мне вот такую вот футболку. И я теперь экипирован. РУС. Понимаете? Российский университет спецназа. А теперь я пойду полетаю. Это было очень круто. Спасибо, Хабиб. Пожалуйста, ждем вас.
Шамиль Гаджи Дадаев и его друг Мурат Калаев открыли вот такое вот место, дом 15, которое знают теперь вообще все во всей России. Но это место, это вообще дом Расула Гамзатова. Это настоящий дом Расула. Конечно, ну, с 57 по 84 здесь жил. Все дети здесь выросли в этом доме. И мы решили, как бы, надо будет поддержать дом, дать вторую жизнь дому. Вы сделали хипстерское место, и оно нашло отклик. Каждый, кто приходит, о, вот здесь классно, вот приехал художник, можно мне нарисовать там? Я говорю, вот стена готова, рисую, он там что-то нарисовал. Каждый вот так, кто-то что-то делает, приносит свое. Я вам скажу, что вот чего я не ожидал. Я ожидал, что я увижу здесь, в доме 15, в Махачкале. Но я не ожидал, что я увижу здесь су-шефов, шефов и поваров из Твинс Гардена и из Бьорна. Какую-то волну мы дали чуть-чуть. И это очень приветствуется и классно видеть это извне. Когда люди приходят не первый раз, приходят второй раз, третий, и каждый раз, каждый день для них бывает что-то новенькое, интересное. Это их тоже, так сказать, немножечко заводит. Делаем. Вот ребята с Москвы приехали, наши повара. Типа они говорят, надо уличная кухня. Надо, так делайте. Они вот за 5 дней сделали уличную кухню. В Дагестане очень сложно дагестанская кухня, потому что типа дагестанскую кухню и жена дома приготовит. Хинкал. Такой период времени в России, что, может быть, рестораны многим надоели, а мы решили перейти на стритфуд и делаем нереально вкусные вещи из... Чье? Все локал. Томатный джем. Местные томаты, 50 рублей килограмм. Брискет из коптильни. Буйнакский бычок. Пожалуйста. Слушай, а теперь давай о мифах. На Кавказе ничего не происходит, везде разруха, везде совок. Может, это было там лет 20 назад. Сейчас ты можешь поехать в Хунзах, ну, например, горное село, зайти в кофейню, идти там флэт white на косом молоке, как положено, знаешь, и еще горцы тебе будут рассказывать про нотки кофе с Эфиопии или с Никарагуа или откуда-то. 350 кофеин в Махачкале, 10 обжарок только. Местные рестораторы, которые умудряются перетягивать Махачкалу рестораторов из Москвы и влиять на культуру общепита по всему Кавказу, нам об этом рассказывали в частности в Нальчике, утверждают, что Махачкала одна из кофейных столиц России. Здесь сотни кофеин, мы это уже заметили, и десятки обжарок, что очень важно, например, для Андрея, который держит камеру и очень любит кофе. Как дела с кофе обстоят в Махачкале? С кофе конкуренция очень сильная, так же, как и в борьбе. Да. Класс! Слушай, а знаешь, что я сейчас заметил? Ты меня прости, конечно. Да. Твои вот эти уши, да, поломанные, они очень похожи на кофейные зерна теперь. Ну, я родился таким, я родился с такими поломанными ушами. Уже? Да, я потом... То есть- Да я знал. Сколько кофеин вообще по Махачкале? Очень слишком много, мне кажется. Слишком много, да? Их прям чуть ли не на каждом шагу они сейчас расположены. А где хорошо можно попить кофе, их очень мало осталось. Мы в Дербенте, в крепости Нарынкала, которую вы все знаете, будем говорить не только, да и не столько об истории, а о будущем. И это очень интересно. А мы говорим с Ринатом Селимовым, который занимается даже на официальном уровне, да, развитием туризма. На Кавказе нечего делать. Вот вообще нечего делать. Из развлечений, если взять прибрежную зону, это все там развлечения. Катание на банане, на катерах, скутерах. А то есть то же самое, что везде? Все то же самое, все одно и то же. Пойдет, годится. Да. Поэтому мы никого ничем не удивим, но и тоже в то же время ни от кого не отстаем. Вы на самом деле удивите, потому что когда ты говоришь Дербент, как-то не ассоциируется это с бананом, с гидроциклом. Там, а тут, кстати, кайт есть, вейк. Сапсерфы, вейт,
кайт, все это имеется. Все есть. Да. Мы на городском пляже, набережная Дербента. Раньше, 5 лет назад всего лишь, объявления были в газетах: не предлагать квартиры на карьере. Да? А сейчас тут все хотят квартиры, это все будет застраиваться, потому что здесь сделана вот такая набережная. Как с туристами сейчас? Их много стало, это хорошо. А я, пожалуй, катну на каяке, можно? Можно, мы его Вот. покатаем. Пока они гребут песок, я буду грести воду. Вы знаете, Дербент и Дагестан и Каспий — это настоящий хит. Здесь вкусно, тепло, радушно, безопасно и еще море классное, как выяснилось. На Кавказе все разрушено, везде совок, ничего нет. Я вижу, здесь половина разрушена, сели, все это как-то так долго же восстанавливается. Как ты поверил в то, что в Чох вообще могут приехать люди? Там за спиной у нас находится Улпризык Гамсутель. А тут уже лет 50 назад начали люди уезжать. Здесь была такая же тенденция, что старики доживали свой век, молодежь уезжала, не возвращалась. Я все время ждал, что кто-то из меня должен делать. Я не верил в себя, что у меня не было средств, у меня не было возможностей, у меня просто ноль рублей в кармане, и я должен был делать так, чтобы показать экономическую модель развития села. И я начал изучать опыт мировых стран, там Швейцария, Альпы. Там. Так далеко от Махачкалы, от трафика, взять, вложить, и чтобы оно заработало. Сколько оно уже лет у тебя? 2015 года я непременно взялся за этот проект. Мы выиграли гранты у Росмолодежи. Именно это позволило 2015 года начать работать. 2018 года по сегодняшний день в техническом запуске даже. Потому что мы до сих пор доделываем. Я слышал, что вы тут и музей сделали у себя в этом доме. Да, у нас есть музей. Мы собрали элементы быта сельских жителей. Давай покажем. Это образец горской сакли 19 века. Дом, как выглядел 150-200 лет назад. Мы сохранили все как и в изначальном виде. Так это настоящий дом? Или мы здесь даже практически ничего не поменяли, что там побели. То есть я в сакле, вот это вот из поэм, да, Лермонтова и прочее, настоящая сакля. Маленькие окошки, низкие проемы дверей. Чувствуете, даже летом здесь прохладно. Здесь прохладно, да? Да. А зимой здесь, как ни странно, тепло. А вот эти проемы маленькие, это для чего? Низкие проемы дверей — это для того, чтобы максимально охранить, экономить теплый воздух. Давай это, чтобы полное погружение было. Чем круче ты загибала уши, тем ты крутой мужик. Это бисквит, написано, который вот здесь, да, написано, да, товарищество Эйнем. Эйнем, ну конечно, это же у нас Красный Октябрь. О, как она попала 150 лет назад в Чох, это вообще загадка. Потому что я считаю, что она могла прийти сюда как в виде свадебного приданого. Из Москвы гостиниц в каком-то там в конце 19 века привезли на свадьбу, да? Скорее всего. Вот такой человек, в такой бабахе. Да. На Северном Кавказе везде разруха, везде совок. В смысле? Разрушено все, ничего нету, все плохо, Советский Союз.
Первая хай-тек мечеть в Российской Федерации. Называется она «Сердце матери» и находится в 17 километрах от сердца Чечни. Говорят, что на открытии в 2014 году был даже марафон. Несколько тысяч человек пробежали от сердца Чечни к сердцу матери. В общем, все сюда едут, здесь еще и парк разбит, замечательный, ландшафтный, и черепашки купаются. Я обожаю Чеченскую Республику, и я восхищаюсь этой чистотой, аккуратностью, красотой. Все подстрижено, все убирается. Но, не знаю, по мне так уже Чечня должна пересмотреть. Я помню, Чебоксары считался самый чистый город в России. Где-то рядом, да. Мне кажется, это надо пересмотреть, потому что Чечня действительно достойна этого звания. Что это за культовое место, почему оно такое разваленное, почему оно такое романтичное? Здесь случился пожар, но несмотря на то, что пожар случился, все равно это место не стало заброшенным. Это любимое место фотографов, они здесь проводят фотосессии. Вот мы сейчас видели, что девочка сидела, читала книжку. Ребята, а вот теперь хорошая новость. Это будет не заброшенный больше кинотеатр, это будет ревитализированный кинотеатр. Да, и это такое арт-пространство. Арт-пространство, оно будет жить, и это все в Нальчике. Что у вас там с молодежью? У нас очень много талантливой молодежи. У нас одно из направлений – это архитектура, урбанистика. У нас очень много крутых архитекторов, которые, скажем, у которых уже даже международный опыт, но они хотят делать проекты в Нальчике. Это была такая слепая зона, где собирался мусор, особо никто сюда не ходил, и мы решили сделать первое арт-пространство в городе. Вообще очень следим за Махачкалой, потому что то, что делает Дербент, и то, что делается в Дербенте, и у нас практически то же самое направление, и нам также все это интересно. И поэтому мы общаемся с главным архитектором Дербента. Это одна такая тусовочка у нас. Двор еще, конечно, не завершенный. Здесь у нас будет рулонный газон, здесь ребята могут сидеть, лежать, здесь проектор будет, кино по вечерам. Сейчас проходит выставка Илины Караевой. Это у нас девушка-фотограф, у которой хобби фотографировать двери и окна. Для жителей это прям на ура, с удовольствием приходят. И она собирает, кстати, окна и двери. Если видит в городе там дверь или окно, она пишет, а можно как-то это забрать? И она забирает их и реставрирует. Вот такой замечательный человек живет в Нальчике. Миф. На Кавказе ничего нет, везде разруха и совок. Но это хорошо подчеркнули о том, что это миф. То есть те времена, когда здесь был совок и разруха, они остались далеко в прошлом 2015 году, потому что с 2015 года мы отметили юбилей на федеральном уровне, и с этого момента можно сказать, что получился новый виток в истории в плане туризма города. Появляются новые места для туристического показа, сюда стягиваются туристы со всей России. Дербент становится некой меккой для всех урбанистов, потому что в 2020 году мы провели конкурс на разработку мастер-плана города. И у нас на ближайшие 20 лет есть план, график развития города. Это роскошная, совершенно средиземноморская по виду Дербентская улица идет вниз к морю вдоль северной стены Дербентской крепости. В советское время прямо на стену вешали ковры и продавали всем желающим. Там сейчас есть газон, он помнит ноги Роберто Карлоса, потому что его привезли прямиком с Анжи-арены. А сама эта улица называется Туристическая миля и заканчивается она парком, который скоро откроют, и будет он совершенно не уступать нашему Зарядью. В 2010 году эту улицу полностью смыло. После того, как ее стали восстанавливать, пару лет назад восстановили,
обнаружили вот эти интересные постройки и надгробные камни. Сейчас все это заведено под стекло, чтобы каждый мог полюбоваться. Мы вам еще раз жмем руку за то, что вы тут делаете, потому что это круто. И даже Спасибо. мой Петрозаводск будет на это ориентироваться. Спасибо, но у нас большие планы, все еще впереди. Приезжайте каждый год, вы будете видеть все изменения, которые у нас в городе происходят, в лучшую сторону. Круто, давайте все так делать, как вот Приезжайте к нам, добро пожаловать. в Дербенте. Дербент. Да, все, рок-н-ролл. Еще раз. Спасибо Спасибо. большое. То есть то, о чем мечтают все города, появилось здесь, в самом древнем В городе. самом Дербенте. древнем городе Дербенте мы стали новаторами, одними из первых в России, у кого есть мастер-план. И похвастаюсь, что наш мастер-план многие города берут за основу своей деятельности, то есть то, как нужно сделать этот мастер-план. Здесь хороший тандем, скажем так, и старого, и нового. То есть крепость, где мы сейчас находимся, она берет свою историю с 6 века. И здесь же мы готовим, у нас будут проекты такие, как «Золотая рыбка», большой ресторан в форме рыбы, будет самый большой мультимедийный фонтан в России, то есть мы заявляемся, это подарок от Сбербанка. Здесь же мы, может, слышали про Каспийского монстра, экраноплан «Лунь», и будет главным экспонатом парка «Патриот», который тоже открывается в городе Дербент. В 20 минутах езды от Дербента на юг Дагестана находится поселок Авадан, и мы приехали сюда ради него. Это экраноплан «Лунь», известный на весь мир Каспийский монстр. Казалось бы, вот оно подтверждение мифа о том, что все вокруг пошарпано, везде совок, но нет. Его специально привезли сюда по морю из Каспийска, чтобы вытянуть на постамент и построить вокруг в ближайшие месяцы парк, роскошный парк, который станет местом притяжения для всех туристов. И поверьте, он будет зарабатывать, потому что эта штука впечатляет. Она оказалась огромной, роскошной, и это стоит того, чтобы увидеть. Здравствуйте, Здравствуйте. Туристы Из дербентские, Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Я вам скажу, что его будут разукрашивать скоро художники из Санкт-Петербурга. Представляете, вот нам сейчас ребята из туристического отдела Дербента рассказали. Нравится вам тут вообще в Дагестане? Конечно. Да? Опасно себя чувствуете? Нет, абсолютно нет. А нечего вам тут делать? Есть нам что-то делать. Чем вы тут занимаетесь? Мы тут исследуем, ищем приключения. Находите? Да. Так. Все вокруг разрушено, везде совок, вообще ужасно. Нет, ничего. Ну, с элементами совка, но в целом все прилично. Все да? хорошо. Интересно. Да. Ну, то есть хорошо, вы не жалеете, что Нет, сюда приехали? Очень красивые, природные. Мы даже будем советовать другим людям съездить в свой отпуск, потратить отпуск именно на Дагестан. Мы во Владикавказе, с нами Алан, он снимает, он видеограф, настоящий аланский видеограф. Я вижу большой Кавказский хребет. Почему мы так близко? Во времена Российской империи россияне тут основали крепость Владикавказ. Главный город, форпост. Форпост, крепость, да. Поэтому тут основали вот наш город Владикавказ, который всегда, можно сказать, охранял южные подступы России. На Кавказе высокие горы и высокие цены. Но опять-таки, сравнивая все это с нашими городами-миллионниками, тут все намного дешевле. Что касается ресторанов, там, баров, если, например, в Москве зайдешь, выпьешь на 5000, тут обойдется всего лишь 2000. На Кавказе высокие горы и высокие цены. Не, пока что, мне кажется, очень можно хорошо отдохнуть, не потратив состояние. Ну, в основном приезжают посмотреть на горы, покататься там по горам, заселиться в какой-то горный домик, а их у нас сейчас очень много. В каждом там населенном горном пункте у нас строят домики под любую цену, там и от самых простых, где ты можешь, ну,
я не знаю, за 500 рублей. И прям люксовые, где придется раскошелиться, где тебе весь сервис от и до. Высокие горы — это да. По поводу цен, здесь турист найдет развлечения на любой карман, потому что у нас минимальная цена и до бесконечности. То есть сюда приезжают в основном бюджетные туристы. Пандемия в 2020 году тоже сыграла роль на развитие внутреннего туризма именно по России. Потому что до этого бюджетные туристы, куда они у нас ездили? Турция, Египет. Ну, было там, дешево, а сейчас одни билеты сейчас стоят. Билеты только стоят, как сама путевка в прежние времена. Ну, сейчас от того, что слишком много туристов, может, там есть какая-то цена, потому что многие начали зарабатывать на туристов или счет. А если ты поедешь в какое-то дальнее село, тебя там бесплатно накормят и деньги не возьмут вообще. За не такую большую сумму можно здесь прожить целую неделю, пройти стрелковую подготовку, пройти различные направления другие, покататься на баги, полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютом. Все это, как говорится, не дороже денег. Высокие цены? Нет, в Москве высокие цены, тут этого нету, что это вообще. Я вот сейчас в Москве был месяц, я 85 тысяч потратил, сейчас... Но на самом деле в Москве, ребят, жить, да. А тут он зашел за 400 рублей жижик. Галнаш съел, вот такую вот порцию. Ну вот и настал момент истины. Мы в Грозном и пробуем жижик галнаш, который стал для нашей съемочной бригады уже прям настоящим легендарным блюдом. Жижик — это мясо, галнаш — это галушки. И вот вы узнали первые два слова по-чеченски. Галнаш запомнить легко, потому что галушки и галнаш созвучны. Но, в общем, отрезаете, макаете в чесночный луковый соус, запиваете после всего бульоном от этого же самого мяса. Роскошнейший суп под названием нохчи чорп. Нохчи — это чеченцы, а чорп — это суп. Опять же, запомнить легко. Чорп, черпать, созвучно. В общем, ребят, приятного аппетита, вам понравится. Мне сейчас, знаешь, я выдохнул наконец, как турист, вот, что здесь не так, как нам там представляется. Что теперь у меня есть целый мир Северного Кавказа, куда я могу приезжать за, по сути, 3 копейки и перегружаться, потому что я прям отдыхаю. Мы на Эльбрусе, Кабардино-Балкария. Наконец-то я на Эльбрусе. Эльбрус, красавчик. Мы на него поднимаем сейчас вот Азау, дальше Старый Кругозор, потом Мир. И последняя наша станция — это Карабашир. Мне показалось, оптический обман или блик какой-то на моих очках, но нет, вы видите, желтым покрыт снег. Это сюда долетела пыльная буря. Некоторые даже утверждают, что из Сахары. Накрыла пыльная буря, уже что-то подтаяло, и мы видим вот такую странную картинку, желто-белую. Никогда такого не видел прежде. Мы на конечной остановке, но нас еще на ратраке закинут выше на 4000 Гарабаши. И это моя любимая рубрика «Егор на фоне гор». Покажи Егоров наших. На ратраке нас поднимает с 3500 почти до 4000. И вот как раз сейчас мы наблюдаем приюты. Смотрите, кругленькие домики. Фантастика вообще. Я не ожидал увидеть на 4000 метров вот такие вот модули. Они, кстати, итальянские. Класс. Вот такой вот плацкартик. У каждого свое местечко. И что у нас тут, Андрей? Кают-компания вот с таким видом. Сюда приходят туристы, путешественники для адаптации. Дней 5 здесь живут и дальше поднимаются выше в следующий приют, чтобы штурмануть Эльбрус. Эльбрусу еще раз спасибо за солнышко сегодня, потому что здесь обычно попадают в облако и ничего не видать, а у нас видно все.
Северный Кавказ, помимо всего прочего, это еще и крупнейший центр астрофизических наблюдений. Нам в Карачаево-Черкесии встретился крупнейший в мире радиотелескоп с диаметром антенны 600 метров. Кавказ смотрит на космос, а мы смотрим на Кавказ. Мы в Архызе. Слушайте, улыбка не сходит с моих уст, потому что вот я вижу все это. Сотни улыбчивых, пышущих здоровьем людей, многие из Москвы, из Питера, Рязань, тут все собрались, с Кавказа тоже. Сейчас они побегут туда, в горы. Посмотрите, какие они все красивые, модные. И так здесь постоянно. Архыз очень мне нравится. Ну, раз мы были на Эльбрусе, значит, мы должны побывать и на Архызе. И вот мы здесь. Кстати, не пригодилась теплая одежда. Здесь не так высоко, но зато живописно до умопомрачения. Ну что, этот эпизод «Неудобный Кавказ» получится наверняка самым насыщенным, самым таким объемным, но вывод к нему будет самым коротким. Потому что вы все видели сами, что тут еще говорить. Приезжайте на Северный Кавказ, здесь столько всего, и это лишь часть того, что мы показали, понимаете? Приезжайте, оздоравливайтесь, получайте удовольствие, давайте дружить и... Миф «Неудобный Кавказ» полностью, категорически, подчистую разрушен! В новых эпизодах мы разбираемся, правда ли, что на Кавказе крадут невест? Правда ли, что ни одна свадьба на Кавказе не обходится без стрельбы? Правда ли, что кавказцы жить не могут без заниженных приор? Эти и другие мифы в новых эпизодах проекта «Мифы о Кавказе».